Как правильно сварить макароны? Сколько нужно воды, сколько соли, как варить и сколько варить, чтобы не слипались. На упаковках макарон, которые приготовлены из твердых сортов пшеницы, всегда указано время варки. Если указано две цифры, то первая означает время варки до состояния макарон аль денте, то есть слегка недоваренные, а вторая цифра – полностью готовые макароны. Если одна цифра, например, 3 минуты, то варить надо 3 минуты до полной готовности. А бывает, на упаковках макарон вообще нет времени варки. Такие макароны чаще всего приготовлены из мягких сортов пшеницы. Их надо отваривать 1,5, максимум 2 минуты, сразу сливать, добавлять масло, и они доходят уже в кастрюле. Их обязательно надо пробовать на готовность во время варки. И не факт, что хорошо получится. Поэтому лучше покупать макароны из твердых сортов пшеницы. Если у разных производителей одинаковые макароны, то выбираю макароны, где время варки дольше. Они более качественные. Время варки считается от начала закипания макарон. Сколько брать воды, легко запомнить. На 100 грамм сухих макарон берется 1 литр воды. Макаронам не должно быть тесно в кастрюле, и они во время варки всегда увеличиваются в размере. Кастрюлю с водой накрываю крышкой, чтобы быстрее закипела. А вы на канале готовим с вами вместе. Вода закипела и солю. 1 чайная ложка с горкой соли или 1 столовая ложка без горки соли на 1 литр воды на 100 грамм сухих макарон. Посолила воду и перемешала. Открывать пачку макарон лучше ножницами. Засыпать макароны можно прямо из пачки. Но если собираюсь варить не всю пачку макарон, то отсыпаю отдельно в миску то, что надо варить. И уже из нее засыпаю в кастрюлю. Засыпаю макароны обязательно в кипящую воду. И сразу обязательно хорошо перемешиваю. Иначе макароны как упали в кастрюлю комком, так комком и останутся. Перемешала и накрываю крышкой, чтобы быстрее закипело. До закипания еще раз хотя бы 1 раз перемешиваю. Если боюсь, что вода из кастрюли убежит из-под крышки, то крышкой не накрываю. Делаю максимальный огонь и жду закипания. Макароны закипели. Обязательно еще раз перемешиваю, иначе могут прилипнуть ко дну. В течение варки макарон перемешиваю раза 3-4 обязательно. Так они не прилипнут ко дну, не слипнутся между собой и проварятся равномерно. Если макароны остались в упаковке, то чтобы не просыпались, зажимаю вот такой прищепкой, а можно просто прищепкой для белья. Упаковку с макаронами спагетти удобно открывать ножницами по длинной стороне. И если макароны остались, то удобно завернуть отрезанные края вдоль упаковки и надеть круглую резинку. Засечь время варки макарон можно по часам, а можно поставить таймер на телефоне. Время варки прошло, и лучше попробовать макароны на готовность. А то бывают макароны недоварены. Как только макароны сварились, сразу сливаю. В кастрюле с водой не оставляю, иначе раскиснут. Готовые макароны сливаю через дуршлаг. Если вермишель тонкая, то лучше взять металлическое сито или дуршлаг с очень маленькими отверстиями, чтобы вермишель не проскальзывала в большие отверстия. Если готовые макароны дальше буду заливать каким-либо соусом, то макароны не промываю. Так соус будет лучше задерживаться на макаронах. А если буду есть просто с маслом, то промываю горячей водой. Использую горячую воду, чтобы они остыли не быстро. Если промывать холодной водой, то после нее они быстрее остынут и в кастрюле уже доходить не будут. Пока вода с макарон сливается, подготавливаю масло. Чаще всего я использую сливочное. Кастрюлю из-под варки макарон ставлю на огонь и сразу в нее добавляю кусочек сливочного масла. Когда масло хорошо растопится,
Возвращаю в кастрюлю слитые макароны и сразу же начинаю перемешивать и снимаю с огня, чтобы растопленное масло обволакивало все макароны. Масла не должно быть мало. Тогда макароны в кастрюле не слипнутся. Мне нравится слегка ореховый привкус и аромат растопленного сливочного масла. А можно масло растопить в микроволновке в чашке и затем вылить в макароны. А если масло растапливать не хочется, то просто можно добавить кусочек сливочного масла в готовые макароны. И обязательно хорошо перемешать. Также в готовые макароны можно добавить любое любимое растительное масло без запаха. Спасибо за просмотр, спасибо за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита и готовьте с удовольствием!